Ребята, всем привет, с вами Андреевка Лайф. Сегодня мы, как и обещали, готовим в тандыре. А готовить будем сегодня тыкву по-армянски. Она называется хапама. Это, можно сказать, сладкий плов в тыкве. Обычно в Армении готовят это блюдо или готовили на свадьбу, и считалось это как символом изобилия. Поэтому мы тоже попытаемся это изобилие сегодня приготовить. Смотрим ингредиенты. Вот у нас прекрасная, смотрите, тыква. Она весом где-то 4,5 килограмма у нас. Это у нас рис, отваренный до полуготовности в подсоленной воде, как обычно, да. Потом нам нужна будет курага, мед, сливочное масло, изюм, грецкие орехи, яблоки лучше кислые брать, у нас Антоновка, и немножко корицы. Вот и все ингредиенты. Все будет супер, я не сомневаюсь, поэтому начинаем. Нам нужно срезать верхнюю крышку. Ого, отлично. Ну и теперь, соответственно, вот это все надо будет выковырять. Вот, ребята. Пустая тыква. Все отлично получилось. Теперь будем заниматься начинкой. Ребята, сейчас нам нужно будет курагу и изюм промыть в воде и залить кипятком, на 10 минут оставить. 10 минут у нас прошло. Сливаем воду с сухофруктов с наших. И можно сразу на кухонное полотенце, чтобы вода стекала. То же самое с изюмом делаем. Теперь яблоки. Их нужно порезать, очистить от сердцевины и нарезать на кубики примерно размером с сантиметр. Ребята, и яблоки отправляем прямо к рису, потому что мы будем начинку сделать здесь, в этой большой миске. Грецкие орехи тоже нужно измельчить, но не сильно. На 4 части вот такие будут нормально. Орехи у нас готовы. Тоже отправляем их уже к яблокам и рису. И для начинки нам осталось порезать курагу, ну тоже небольшими, вот кусочками. На 4 части, я думаю, будет нормально. Курага у нас готова. Теперь изюм отправляем сюда. Корицу. Заливаем все медом. По вкусу, по желанию. Хотите послаще, значит больше положите. У нас все граммовки, как обычно, будут внизу под видео в описании. Соответственно, все сейчас перемешиваем. Ребята, вот смотрите, размешали. Прекрасная начинка, даже вот на вид и на запах отлично все. Сейчас нам нужно будет смазать внутри тыкву сливочным маслом. Прям берем такой хороший кусочек и прям изнутри хорошенечко смазываем. Вот, посмотрите. Ну, сейчас мы еще получше смажем. Ребята, ну и начиняем нашу тыкву начинкой. Начинка уже внутри. Теперь нам нужно еще сверху масло положить, несколько кусочков. Ну вот так достаточно будет. Ребята, закрываем крышкой. Надо тыкву нашу обернуть фольгой.
Все, ребята, тыква наша запакована. Теперь мы сейчас ее будем определять в тандыр. Так, у нас тандыр готов, угли прогорели. Сейчас мы решетку эту вынем. Угли по стенкам разгребаем. Закрываем поддувало. Ну и теперь нашу решетку с тыквы ставим. Закрываем, и примерно час она у нас будет стоять. Там подскажем точно сколько. Ребята, все-таки время приготовления зависит от размера тыквы. Наша тыква стояла 2 часа. Вот мы ее, час прошел, мы ее пробовали проткнуть, она не протыкалась. Вот сейчас 2 часа прошло, проткнули, все нормально, поэтому будем сейчас распаковывать. Ребята, запах тыквенный, именно тыквенный. Ах, обалдеть. Да, она мягенькая вся уже. Ребята, ну что, смотрите, вообще ее разрезают как цветок на лепестке. О, сок прям льется, не знаю на какие. Ну, допустим, пускай такого размера будут. Ой, льется. Вот кладу себе тыковку и начиночки. Сладкий плов. И пробую. Ребята, в общем, все получилось, все супер. Вот эти все ингредиенты между собой отлично сочетаются. Плюс она не сухая, начинка, я имею в виду, и масло чувствуется. То есть, ну, сочная начинка, сочная тыква. Очень все вкусно. Корица чуть-чуть чувствуется. В общем, ребята, все супер. Пробуйте приготовить, как обычно. Ребята, если у вас тандыра нет, можете приготовить в духовке. Там на 200 градусов поставить и также через час проверить. Ну, в зависимости от размера, как я уже сказал. Потом 1,5-2 часа проверять. В общем, главное, чтобы она легко протыкалась там ножом, вилкой, там, без разницы чем. В общем, пробуйте приготовить. Очень вкусно. Подписывайтесь на наш канал. Мы с вами прощаемся на этой позитивной ноте. Всем здоровья, всем пока.